Так, парни, я всех приветствую на своем канале. Смотрите, в этом выпуске обзор Интера без носы. Получается, этот интерочек, который покупал я его за 370 тысяч. Хотел я его, честно сказать, пустить под разбор, потому что под разбором будет более выгодней, чем так продать. Но подписчики мои, гости канала, все сказали там, не убивай эту машину. Я решил эту машину продать. Честно скажу, продажа этой машины, цена не хочу говорить, ну, может, клиент будет против. Но я скажу одну вещь, что эту машину я продаю по цене одного этого двигателя, что я ставлю на другие машины. Вот так вот. Он коммерчески мне было невыгодно это все делать. Ну, я, скажем, сделал. Еще момент какой. Смотрите. У нас договоренность такая, что я только устраняю проблемы этой машины. То есть сборка мотора. Видно, хозяин. Ну и опять же, никого не хотим ни обсуждать, ни обвинять. Как смогли, возможности у всех разные, ситуации разные, мы их не знаем. Ну, неудачно собрали мотор. Мы это все перебрали. То есть все сделали, устранили все неполадки, это, которые были, ошибки, которые были допущены при сборке. И все. Так, бывшего хозяина не обсуждаем. Нормальный он парень, за Интером следил. Вопросов нет на самом деле. Да, ну, видите, может, не было денег на отдать мастеру, понимаете, то есть вот так вот. Ну ничего. В общем, вот такой интерочек, смотрите. Будет много интересного. Вот так. Будет холодный запуск даже. Примерно 10. Смешно, конечно, звучит. Ну вот так вот все, друзья. Всем пока. Не болейте. Самое главное. Остальное все мелочи жизни. Вот такого тупоноса. Еще раз скажу. Сделали лишь бы, чтобы сохранить машине жизнь. И все. Вот так вот. Все, всем пока. Не болейте. Самое главное. Так, парни. Интер тупоносый этот 9800, который с мотором была проблема. Показывал, где он, видите, вот здесь он газовал, парни, между третьим и четвертым видно, да? Видите, здесь гарь у него. И болты, видите, внутри ржавчина. Сейчас покажу, что гильза сидит для хозяина, для зрителя. Видно, кто собирал, они не выставляли гильзы. Так. 1.0. Заводим на гильзу. Так, заводим на гильзу. Минус получается. Сейчас еще раз. Одной рукой, блин, неудобно. Так. Да что ты, блин. Вот так вот. Так, заводим на гильзу. Все, на гильзе, видите? 5 соток в минусе. Вот показываю. Да, 5 соток в минусе. Оно и так видно, знаете, честно говоря, что он что гильза сидит. Даже вот так, посмотрите по камере, видно, что гильза ниже блока. Я уже на глаз это вижу на самом деле. Так. Да, 5 соток, вот опять. Вот гильза просажена. Опять 5 соток. Еще раз покажу. На блоке 0. Заводим на... Да? 4-5 соток в минусе. Гильза сидит. Ну все. Сейчас будем вытаскивать гильзы. Нарезать весь блок. Заново будем собирать. Вот такой интерок тупонос, что могу сказать. Так, показываю, из-за чего газовал малышок этот Интер без носы. Показываю, смотрите. Видите? Посадка под гильзой какая. Они поставили, получается, гильзы, а посадка здесь, видите, какая страшная. Причем все. Сейчас это все будет нарезаться. Головка будет фрезероваться полностью. И пойдем дальше.
Так, идет нарезка блока International, без носа, который рыжий. Нарезается вот так вот. Ну все, идем дальше. Так, парни, идет опрессовка головки, винтурочек. Проверяем его. Видно, вы тут делали ее. Итак, парни, смотрите, продолжается ремонт. Винтурочек, тупоносы, двигатель Detroit 12.7, который мы делаем. Показываю, сейчас нарезали. Вот состояние блока. Вот они все нарезали. Блок получился, кстати, офигенный. Я, честно сказать, не ожидал, что так выйдет, но без трещин, все нормально. Вот его посадки. Сейчас, конечно, они все промерили. И кто нарезал. Но я для себя, как всегда, вы сами знаете, я всегда все проверяю, каждый цилиндр. Так, поехали. Показываю для зрителя, также для себя. Хотя сам я уже для себя уже проверил, конечно. Вот наши 7 соточек. Так. Вот он, нолик. Заходим. Чуть-чуть меньше получается. Ну, да. Вот наши 7 соточек. Все в допуске, друзья мои. Идем дальше. А была минус 5. Минус 5 была, сидела гильза. Да, гильза сидела ниже блока. Что еще обнаружили? Вот видите, правит у него эта часть. Будем сбивать. У меня специальная паста есть. Будем сажать на нее, вычищать все. Тоже потеря мощности, увеличит расход солярки непосредственно. То есть турбина здесь будет не додувать. Все, идем дальше, друзья. Вот такой дрочек. Вот такой красавец будет. Все, друзья, всем пока. Не болейте. Так, парни, на примере одной гильзы хочу показать. Промеряем бортик. Я уже промерял много раз, потом перед нарезкой промеряли. И вот для клиента непосредственно я показываю бортик на примере одной гильзы. Сколько здесь у нас по кругу гильзу меряем. Минус сотка где-то так. По кругу промеряем ее. Сейчас одной рукой, конечно, не весело это делать, но также это конкретно третья, видите? Я взял саму такую, где он газовал. Видите, также. Одной рукой, блин, как же это все нехорошо, а. Так, кстати, все, минус соточка. Все. Также я промерил здесь связное кольцо. Показываю, ну, щуп сюда заходит 0,75. Вот он, щуп 0,75. Показываю, ну, вот он 0,75, 0,80, в принципе, сюда заходит. Так, вот так вот. Гильза, кстати, на самом деле она новая. Они сделали мотор этот 30 тысяч назад. Хон, там все дела, видите, все на месте. По гильзе вообще вопросов нет. Все новое здесь стояли. Просто неграмотно собрали и все. Все, идем дальше. Итак, парни, идет дальше сборка вот такого интера тупоносого. Показываю выступ гильзы после уже нарезки. Мы сейчас чуть-чуть стрелочку вот так. Так, вот 0 заводим на гильзу. И вот наши 7 соток. Все. Кстати, гильзу подтягиваю примерно 60 ньютон. 60-70 ньютон примерно. То есть подтягиваем гильзу.
Все, идет дальше сборка мотора. Итак, гильза номер 2. Показываю для зрителя, для клиента. Так. Заходим на гильзу. Опа. Сейчас вот так посмотрю. Вот так вот. 0. Вот. Значит, вот так вот. Заходим на гильзу. И вот они, наши 700. Все. Идем дальше. Так, все, гильза запрессованы, поршневая собрана. Хотел показать, что гильза, видите, даже хон, даже зеркало еще не набито. Смотрите, какой хон у него. Видите, то есть какие гильзы. Гильзы новые, еще даже зеркало не набито. Вот так вот. Все, идем дальше, сборка продолжается. Так, ставим оригинальную прокладку. Показываю Detroit дизель. Вот US. Смотрите, предыдущие, которые собирали мотор на этого Интера, безносого, они поставили не оригинальную прокладку, тоже их ошибка в сборке этого мотора. Запомните, только надо ставить только оригинал, парни, только вот Detroit дизель, все, только вот это ставится. Пойдем дальше. Итак, парни, смотрите, вот он, безносый Интерок. Показываю, что пришли форсунки. Форсунки все прокатаны. 2 форсунки сделаны, а 4 нормальные. Вот так вот. Вот топливщик отправил нам эти форсунки. Все, сейчас будем ставить форсунки, собирать мотор и в путь. Что я могу сказать? Итак, парни, смотрите, опять делаю операцию, показываю вам. То есть, как это делаю. Даже можно, я специально поставил распредвал и головку, чтобы вам показать, что даже можно делать, не снимая головки. Вот эту резиночку меняем. Видите, здесь предыдущий на герметик посадили все. Вот так вот. Тут все текло, конечно же, я так понимаю. Квадратная, видите, какая, смотрите. Сейчас я буду туда вставлять. Так, где она у нас? В общем, другую новую резиночку сейчас я покажу. С набора оригинальная. Где она? Сейчас принесу. А вот. Так. Сейчас я буду сюда вставлять. То есть это можно делать, парни, не снимая ни головки, ни распредвала, то есть ничего. Вот так вот. Сейчас я вот эту резинку буду сюда вставлять. Сейчас почищу все, протру все, обезжирю, вставлю. Обязательно здесь налитол. То есть, чтобы резинка по железу, сами понимаете, чтобы она не продралась. И в путь. А шестерня, видите, как метка, вот она, как была, так она и есть. Итак, парни, продолжается сборка двигателя. Время московское 20:18, 20 минут, грубо говоря, 9 вечера. Все работники ушли. Собираю, вечером остался мотор один. Сейчас я вам хочу показать, как собирается двигатель. Это интерочек без носа. Почему я вечером остался? Да, я часто вечерами остаюсь. Сразу отвечу. Потому что днем слишком много людей, слишком много звонков. Блин, днем реально не получается встать спокойно и собрать двигатель. То есть то звонки, то запчасти принеси, то еще что-то. И вот так вот часто вечерами остаюсь. И вот начинаю собирать эти моторы. Поэтому вот так вот получается. Работники все ушли. Я люблю один собирать. Вот так вот. Смотрите, почему через один закручиваю. Здесь мотор чуть старого образца. У него горняки 3 стоят. А на ЕГРных и там уже с 2000 года пошли они уже 2001 уже. Тут 3 горняка стоят. И вот этот болт, получается, он
И вот этот болт, то есть это болт горного раз, болт горного насквозь 2, болт горного 3. Вот так вот. Сейчас я буду ставить сюда коромысла и буду дальше собирать этот прекрасный двигатель Детройт. Операцию он там сделал, видите, да? То есть поменял резинку. Что еще? Форсунки протянул, посадил их, все как положено. Ну все, идет сборка. Я думаю, завтра будет запуск этого мотора. Сегодня у меня в планах еще поставить коромысла, горняки поставить. Но завтра уже пацаны, работники мои придут, будут мотор крутить, буду регулировать, все выставлять. Также я ему приготовил, смотрите, оригинальные термостаты. Буду ставить Детройт дизель. Потому что здесь его уже мотор газовал, и они сняли термостаты, чтобы доехать. То есть вот тут будет вот так вот. Ну все, работа продолжается. Итак, парни, ремонт продолжается. Вот такой интерочек собираем человеку. Вы знаете, я скажу честно, этот интер на самом деле, он того не стоит, чтобы его мотор собирать. Если взять с финансовой точки зрения, я этот интер целиком продаю. Как вот этот сделанный мотор бы я мог просто продать. Его поставить на какой-нибудь Volvo или Peterbilt куда-нибудь, или на Kenworth. Мне этот мотор... Я вот этой машины цена как цена этого мотора на самом деле для меня. Поэтому, чтобы сохранить машине жизнь, по просьбе моих подписчиков, и попался клиент, как раз говорит, надо мне такое, что-то денег нету. Я говорю, давайте без дела этого интерочка будешь работать. Сохранили этому интеру жизнь. А так бы, конечно, мотор бы мне продать за эту цену, что я целиком машину продаю. Представьте, а тут еще и редуктора, и коробка, и резина, и куча всего. Вот так вот. Ну ничего, не в день как счастье. Все, идем дальше. Итак, время 9:30 вечера, 21:30. Что, сегодня работа окончена. Смотрите, затянули распредвал, шестерню, зазор. Здесь я не стал регулировать, потому что, смотрю, зазор там нормальный, я проверил все. То есть верхняя распредвальная шестерня. Закрутили распредвал, закрутили ступицу, поставили коромысла. Завтра будем регулировать клапана, поставим горные тормоза, отрегулируем горняки. И завтра запуск. Все, на сегодня работа окончена. Все, всем пока. Ну все, мотор тоже положили спать, укрыли. И сами сейчас поедем спать. Все, всем пока, не болейте. Итак, парни, запуск, первый запуск интерочка. Без носы, терминатор. Поехали. Давай, Андрюх, выжимай сцепление, поехали. Давай. Первый запуск, поехали. Так, давление сейчас посмотрю. Давление, давление. Опа. Так. Вот оно, 65. Вот. Да. Ну что, это нормально? Ну это максимальное, что может быть. Все, то есть у нас максимум. Сейчас он пускай поработает. Прям воздух качает моментально. Машина зверь. Все, уже мягко стал как работать. Ну все, идем дальше. Итак, парни, называется холодный запуск. После сборки мотора. На улице где-то минус 10.
Собрали только мотор вечером. Снега выпала куча. А вы что? Полуоборот. Вот так Детройт заводится в минус 10. На скорости. Потихоньку бросай. Оставила нейтрал? О, все. Минус 10 на улице. Ну все. Отключай большой. Ай, большой отключай. Так. Холодненький. Блин, ну воздух накачивает вообще моментально. Вон все, уже вентилятор отключился. Просто, я не знаю. Еще вот такой турочек. Сейчас будем выгонять, местами здесь менять. В принципе, работа на нем окончена, наша договоренность. Мы делали только на нем мотор. Все, идем дальше. Ну что, парни, такое небольшое испытание, интерочек. Так, гололед. Будем сейчас заезжать в ангар по снегу. Ничего не работает, ни тахометр, ни спидометр. Спидометр вот здесь теперь не работает. Так, залетаем. Новое испытание для интерочка первое. Вот так. Ну все, мы на месте. Все, мотор так вот работает, парни, такое давление у него. Ни температур датчик не показывает, блин, ничего не показывает. Надо во всем этом разбираться на самом деле. Все, идем дальше.